Утро в Одессе начинается с воздушной тревоги. Сегодня 2 мая 2025 год. Сегодня исполняется 11 лет со дня трагических событий в Одессе, когда во время столкновений погибли 42 человека. Куликово поле перекрыто с самого утра полицией. Всем привет из Одессы! Сегодня 2 мая 2025 год. Ночь у нас сегодня была тихая, спокойная, слава богу. Я даже не помню, была ли тревога или нет. По-моему, вечером была тревога. Но утро сегодня началось с воздушной тревогой. Вчера мне напомнили зрители, я, если честно, подзабыла. В прошлом году, 1 и 2 мая, вообще начало мая у нас были очень тяжелые, очень сильные были обстрелы ракетные. 1 мая был ракетный обстрел в замок Кивалова, прилетело, где погибли люди, дети в том числе. 2 мая прилетело вот здесь у нас недалеко, где я живу, в Новую почту, в отделение. И там тоже был спортивный зал, где дети занимались гимнастикой. Вот, поэтому в прошлом году, я так понимаю, что каждый год одно и то же, в одни и те же даты нужно быть все-таки максимально осторожными и беречь себя. Мне пришлось закрыть комментарий под предыдущим видео. Я думаю, мои постоянные зрители поймут, почему я так сделала. А те, кто заходит позлорадствовать, нагадить и уйти, они все равно не будут смотреть, они все равно не смотрят мой канал. Поэтому какой мне смысл разводить такой вот срач в комментариях у себя под видео? Я не хочу. Есть огромное количество новостных каналов, которые вот прям, у них канал на этом построен, понимаете, это все обсуждать. У меня все-таки канал более как видеодневник, и я хочу этого и придерживаться. Бывает такое, что я даю людям высказаться, бывает. И, конечно же, когда много комментариев, это и продвигает и канал, и видео, что не все такие, как я, многим наоборот. Важно, чтобы было там очень много комментариев, неважно каких. Но у меня все-таки, знаете, более видеодневник, поэтому я хочу придерживаться своего видения моего канала. Поэтому уж простите. Пройдет этот ролик, будет какой-то другой, и тогда уже мы откроем комментарии, и все будет хорошо. А пока пришлось закрыть. Температура воды сегодня 14 градусов. Мы померили с тетей Соней на прямом эфире сегодня. 14 градусов водичка. И здесь, смотрите, жуткое явление плавает. Что это такое? Мы гадали. Кто-то говорил, что это манекен. Мне это похоже на череп по реке. Но на самом деле это просто буек, обросший водорослями. А смотрится жутко. А, еще были варианты, что это русалка. Тоже как фильм ужасов какой-то. Но их тут на самом деле много. Просто эти помиловиднее, а именно этот почему-то самый такой страшный. Хотя, может быть, у меня больное воображение. И вам так не кажется. Вот так кто-то с плохим зрением увидит и вызовет спасателей. Скажет, человек плавает. Смотрите, какая у нас прекрасная сегодня погодка. Солнечно, тепло. И люди, естественно, вышли к морю.
человек шкрябает мидии. Я вам как раз покажу. Можно я посмотрю, как вы шкрябаете? А у вас такая сапка. А, вы так. Я видела у них такой сучок. А, это вы на рыбалку? Ну да. Это для рыбалки. Ну, вот так вот есть такой сучок. И им шкрябают сеткой. Наконечник сеткой. И вот так вот их шкрябают. Их очень много здесь. Смотрите, опять косяк рыбы. Красиво. Я уже говорила, что после таких ночей, которые у нас происходят, люди расслабляются каждый по-своему. Кто-то едет на велосипеде, медитирует, катается. Кто-то идет на рыбалку, на пирс, тоже своего рода медитация. Кто-то просто идет на прогулку, кто-то просто идет к морю, сидит, дышит воздухом и расслабляется. Все-таки хорошо, что у нас есть море, есть куда людям пойти. В любой непонятной ситуации нужно идти к морю. Что мы и делаем. И немножко хотя бы отвлекаться от этой ночи и от всех событий, которые происходят сейчас. Еще хотела поговорить, рассказать такую тему. Вчера, когда была воздушная тревога, некоторые люди идут прятаться в укрытии в паркинге. В паркинге жилых домов, потому что укрытий в городе на самом деле очень-очень мало. И постоянно с этими укрытиями проблема. В общем, людям негде на самом деле спрятаться. Вот. И вчера пришли люди, тут, наверное, ветер дует, пришли люди в очередной какой-то дом, где есть паркинг, но охранник взял и закрыл этот паркинг, закрыл ролет и не пускал туда детей. Люди пришли с детьми, шахеды летали, взрывы. Он просто закрыл ворота и все, и сказал, что компания не разрешает, чтобы пускали не жильцов дома. Но это просто, понимаете, когда на улице люди, конечно, молодцы, которые там были в тот момент в укрытии, жильцы дома, они начали ему стучать, этому охраннику, начали говорить: открой, там люди с детьми, открой, оно все бахкает. Он закрылся у себя там в этой будке, и я так и не знаю, чем это закончилось, в общем, он так и не открывал. И вот, когда такие ситуации случаются, очень, конечно, обидно, что есть такие ситуации, когда людям действительно нужно где-то укрыться, но просто закрывают все от людей, от детей. Я понимаю, когда машины не разрешают, чтобы машины заезжали в паркинге, это да. Но людей, я считаю, нужно пускать. Люди тоже разные есть. Бывает, приходят там с собаками, собаки эти гадят, они уходят, не убирают за собаками. Это все прекрасно понимаю, что люди, которые прячутся в таких паркингах, по сути, это частная собственность, паркинг. Вот. И тоже должны как-то придерживаться каких-то норм. Бывает, некоторые выпивают даже. Ну, в общем, такое. Ну, я считаю, что когда вот такая вот ситуация идет, и когда вот летят прям шахеды, то нужно открывать, чтобы люди смогли спрятаться. Потому что все мы люди. Каждый может оказаться в такой ситуации. Это то же самое, чтобы сейчас включили бы тревогу, и мы бы пошли бы вот сюда в паркинг прятаться. Они бы взяли и закрыли ролеты. Потому что это частный паркинг.
Что-то давно я не видела наших кошечек. Я зову, но не видно их. Ну тут люди сейчас красят, подготавливают. Поэтому, думаю, они не в обиде. Эти кошечки, думаю, в ближайшее время мы их увидим. Пляж Икра, шукаю персонал. Смотрите, может быть, кому-то нужно. 13-я станция. С 9 до 9. Охоронці, офіціанти, повара, касіри. Досвід не обов'язково. Графік роботи. Підвіз додому. Зв'язок. Приєднатись до команди. Боже, тут, конечно, кран решил развернуться и уехать. А развернуться здесь такое так мало места, что я не знаю, как он вообще может отсюда выехать. Все, слава богу, поехал. И я решила заправиться с самого утра. 53,40 литр бензина.